Житель маленькой деревни в Руанде прославился из-за своего необычного образа жизни, ведь к 21 году парень все время сбегает из дома, чтобы жить в джунглях и питаться травой и бананами. Все, что он любит, это лазать по деревьям, и за это уже получил от журналистов прозвище Маугли. Женщина из Руанды не знает, как воспитывать своего 21-летнего сына, и ее не может осудить ни один родитель, ведь у молодого человека есть свое представление об идеальных условиях жизни, и они не во всем совпадают с привычным восприятием комфорта. Как пишет Daily Star, женщина 5 раз пыталась зачать ребенка, но каждый раз беременность срывалась. На 6-й раз ей удалось выносить мальчика, которого она назвала Элли. По мере того, как сын взрослел, мать замечала, что он не похож на других детей как внешне, так и характером. Голова у Элли была непропорционально маленькая относительно всего тела. Кроме того, ребенка отличала необычная форма черепа, что показалось матери странным. Поскольку женщина живет в глубинке, где медицинская помощь развита довольно слабо, она не знает точного диагноза своего сына, но замечает по его поведению, что он сильно отличается от других детей. Дело в том, что свободное время парень проводит в лесу. Я его почти не вижу. Как только он научился ходить, стал убегать в джунгли, где он проводит целый день. Иногда он уходит на несколько суток, и никто не может его найти. К своим 21 годам Элли так и не научился говорить, он общается с родителями с помощью жестов, но обычно парень замкнут и не проявляет интереса к общению. Вместо этого он убегает к лесу, где лазает по деревьям, собирает бананы и другие фрукты, а также любит полакомиться травой. При этом, как рассказала мать парня, он отказывается от пищи, которую она для него готовит. Он не любит еду, он любит только бананы. Он ничего не знает, ничего не может. Все, что он делает, только бегает, объяснила женщина. Элли не ходит в школу и боится односельчан, потому что за необычный образ жизни они называют его обезьяной и Маугли. Впрочем, парень редко встречается с обидчиками, ведь все свободное время он путешествует по лесу. За неделю Элли преодолевает больше 230 километров, и его матери приходится гнаться за ним с импровизированным лассо, чтобы хотя бы попытаться поймать сына. Он живет как животное и бегает так же быстро. У меня не всегда есть силы, чтобы его догнать, но мне нужно спасать его от опасности. Если я не иду за ним, то он просто не возвращается домой. Ему нравится в джунглях, там его дом. От насмешек над Элли больше страдает его мать, чем сам паренек. Как призналась женщина, ей больно смотреть на сына, когда он возвращается с улицы побитый. Его постоянно пытаются задеть. Все кричат «обезьяна, обезьяна». История Элли могла бы так и остаться локальной байкой, если бы героем не заинтересовалась компания Efrimax TV, сотрудники которой сняли короткий фильм про необычную жизнь парнишки. Когда люди услышали, с какими сложностями приходится сталкиваться матери, они организовали кампанию по сбору денег для семьи. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.